Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты, и мы начинаем наш третий эфир за сегодняшний вечер, и я думаю, что он будет очень интересным. Ну, само название «Страх и ненависть в Курской области» уже обязывает, и это будет рассказ от первого лица от боец ЗСУ. Впервые у нас в эфире дебют, можно сказать, Юрий Винников. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. И рядом с ним сидит Тарас Задорожник, который у нас неоднократно был, и вы его все знаете. Добрый вечер. Он в качестве группы, так сказать, поддержки психологической не только пришел для того, я думаю, всегда приятно его видеть, и свои 5 копеек вставят. Вот. И мы поговорим сегодня о том, как, собственно говоря, происходила эта операция, происходит эта операция, потому что Юрий принимал в ней непосредственное участие, достаточно долго там находился на самом краю, на самом передке. Давай расскажи, вот, чтобы я не пересказывал, просто есть ты, и ты можешь это все дело рассказать. Да, ну смотрите, я, может, начну с того, что с чего начался страх и ненависть, весь, собственно, этой курской операции. Начался он еще как бы на этапе подготовки. И как бы первым звоночком для меня стало, когда в СЗЧ ушли опытные бойцы. Ушли, значит, экипажи боевых машин, 10 человек. Там в экипаже пара, значит, водитель, наводчик. И вот они просто ушли. Они там долго думали над этим всем, и им эта идея очень не понравилась. И они там дней, по-моему, за 5 просто ушли, и на их место поставили не очень опытных ребят. Точнее, ребят, которые не были на боевых. То есть они их готовили, они учились, в общем, поставили. Поставили, да и поставили, ладно. А как они это мотивировали? Вот, честно, я не знаю. Потом пошли слухи. Они просто, вот я помню днем, я их видел, они так в кучку собрались, значит, я смотрю, они что-то перешептываются, переговариваются. У меня какая-то мысль мелькнула, они собираются куда-то, собираются, значит, на выход. И потом вечером мы смотрим, их нету, вот, и все. И потом уже там кто-то с ними связывался, они там чем-то мотивировали, что, мол, они не хотят идти захватывать чужую территорию, они как бы готовы защищать украинскую, нашу территорию, а на чужую они не готовы идти воевать, они не видят смысла, вот, и все такое. Кто-то там вообще сказал, что я не знаю почему, кто-то подошел ко мне, говорит, а ты что, им сказал, что мы будем туда ехать и убивать там детей, насиловать женщин, и все такое. Я смотрю на этого человека и говорю, в смысле, при чем тут? Я даже не знаю, почему так решили, что я им это все, я их как бы подбил сбежать. В общем, говорю, нет, ребята, вы ошибаетесь, а я тут вообще ни при чем. Вот. Главная мотивация, да, это то, что они не видели смысла в этой операции вообще, и они ушли. Они ушли, вот, и все. Значит, вторым звоночком стало то, что ушел перед самым выездом, то есть мы уже все сидели в машине, я был в машине управления, я связист, я был в машине управления, уже с нами сидел замкомбата, который, значит, дали в помощь тому человеку, который ушел, а ушел ТВО командира роты, а это был парень без тоже боевого опыта, выпускник академии, то есть он пришел, он должен был у нас быть взводным, вот, и естественно он как бы, и на него там повесил ротный всю эту операцию, потому что у него там что-то по болезни он ушел перед самой операцией. Кто? Ротный? Ротный ушел перед операцией лечиться, да, и там, значит, на реабилитацию. И этот парниша, он готовился, конечно, готовился, никто не думал, и вот выезд, там 15 минут до выезда, все сидят в машине, значит, и он там что-то ходит, еще заносит в машину свои вещи, и такой приходит, ложит рюкзак, ложит винтовку и говорит, я сейчас приду. Его нету 5 минут, нету 10 минут, нету 15 минут. Все, замкомбата говорит, ладно, поехали, как бы старт, все, начинаем. Вот, и началась операция. Мы там доехали до одного населенного пункта. И это третий звоночек был, когда мы там постояли, значит, наши пилоты-дрончики что-то там полетали, посмотрели, и мы вернулись назад. Куда-то дальше отъехали, и потому что должны были заходить там в одном населенном, через один населенный пункт, что-то там, значит, уже не получилось, уже что-то пошло не по плану. Мы вернулись, там через несколько часов поехали через другой населенный пункт.
Сопротивления не было? Или что было? Сопротивление было. Было? Да. Мгм. То есть вроде как была разведка. То есть была разведка вот этой территории, через которую мы должны были заходить, но... Разведка наша. Наша Мгм. разведка, да. Но насколько я понимаю, я не знаю, была ли разведка ну, пешком, людьми. То, что дронами летали, это точно. И как бы вот то, что я слышал, говорит, мы там летали дронами, значит, летали мы 2 недели, мы там смотрели, мы никого не увидели, там, значит, никого нету. Меня этот вывод, конечно, удивил очень сильно, ну, потому что я видел, как видна местность с дрона. Ну вот в лесу, вот если смотреть с дрона на лес, то ну, там ничего не видно вообще в этом лесу, ничего и никого. А там лесов много. Ну, там лесов много, да. И мы заходили через такую зону, где там ну, нас уже встречали огнем, таким не очень сильным. И потом, когда мы дошли до населенного пункта, нас уже как бы, ну, там были все, кто должен был, чтобы нас встретить нормальным огнем. Как бы, то есть, и я удивился, как эта разведка была такая, что как бы там никого не было. Ну, на самом деле там были все, кто нужно. Вот. Ну, в общем-то, там мы прошли более-менее нормально, но вот сказывалось то, что экипажи не подготовленные. Например, наша машина, мы не могли отстреливаться, потому что у нас просто не работал пулемет. Просто не работал пулемет, и наводчик не знал, что с ним делать. Как бы вот, то есть он настолько был неопытный, что он даже не понимал, в чем проблема, в чем причина. То есть он там этим джойстиком руководил, там пытался этот пулемет повернуть, стрелять, пулемет не поворачивался, не стрелял. В итоге у нас было первое прямое попадание, пулемет там загорелся. В итоге мы вообще ничего не могли никак ответить. Ну, слава богу, проехали этот населенный пункт и, в общем, там съехали с дороги. Там дороги идут насыпом таким, вот метра по 2, то есть и мы специально съехали с дороги, чтобы укрыться от огня. Вот, проехали дорогу, и нам потом нужно было все равно на эту дорогу выехать, ну, чтобы проехать дальше. И мы не могли выехать, и мы перевернулись просто на этой машине, на этом страйкере, на БТРе мы перевернулись. Вот, и все, что там было, все, что мы взяли с собой, там аппаратура по связи, значит, там по интернету, там боеприпасы, боекомплекты, рюкзак боевого медика, вот все осталось в этой машине, потому что она когда так перевернулась, там слетели сиденья, оно все вот это накрылось, и мы ничего не могли достать. Я просто там свой рюкзак достал, у меня там даже автомат остался. Ну, потом его там вернули, этот автомат, но кто-то потом весь этот БТР смародерил и не признался. То есть там, по идее, были уже наши, вот на этом участке, где, значит, перевернулся страйкер, ну, его просто разворовали. Вот. Разворовали и все, и не признались. Вот, и это уже, наверное, 3-й звоночек того, что операция как-то так идет не очень хорошо. И потом после этого, то есть мы доехали на точку, все-таки нас там кто-то подобрал из наших, мы доехали до первой точки, до нужной, и нам прислали, то есть мы там стояли несколько дней, ждали, когда нам пришлют, значит, машину и наводчика с водителем. Ну, это же управление было, управление роты, оно должно было на чем-то ехать. Вот, и нам прислали парней, которым сказали, ну, приданных там из какого-то подразделения, которым сказали, что вы машину просто перегоните сейчас куда-то там, все, и поедете, значит, назад домой. И когда мы уже должны были перемещаться, машина приехала, и в этот же день мы должны были перемещаться на следующую точку. То есть затея вообще такая, что мы должны были быстренько зайти как можно дальше вообще, вот, как можно дальше вглубь Курской области. То есть такая маневровая стратегия. Ну, то есть да, то есть эта операция должна была быть похожа на, значит, рейд в каком-то там... 95-я бригада в 2014. Да, вот на этот рейд, вот наподобие этого рейда должна была быть операция. Вот, и, значит, приехали эти 2 водителя, тоже уже как бы в возрасте такие дядьки, ну, явно они не подходят для десантно-штурмовых войск и для таких операций. Вот, и они приехали, значит, и командир говорит, ну, давай там подготовим машину, значит, сейчас поедем. Я подхожу к этим ребятам и говорю, давайте расчищайте машину, сейчас будем выезжать. Они на меня смотрят круглыми глазами и говорят, куда выезжать? У меня такое минутное молчание, ага, я все понял, значит, еще один звоночек того, что ну, это будет что-то, ну, какой-то капец будет дальше усугубляться. Ну, в общем, загрузились мы в эту машину, поехали, там оказался водитель не очень опытный, ну, такой, не умеет водить он, то есть ему там может лучше где-то там, не знаю, водителем мусоровоза быть или еще что-то, но не десант возить.
Вот. В итоге потом он еще, когда мы приехали на точку, он еще где-то там приныкал себе, значит, бутылку водки какой-то, я не знаю, он напился еще. Ну, то есть это уже говорит о подготовке тех людей. Ну, то есть, ну как, то есть ты едешь, ну, а хотя он же не знал, что он на войну едет. Им сказали, что вы там машину отгоните и все, перегоните, и вы, значит, поедете домой. А он, видимо, думал, что, ну, хорошо, значит, можно с собой взять где-то пузырь и там потом... Ну, в любом случае, попустительство насчет алкоголя, как бы, Ну, во время службы оно существует, и да. это есть большая проблема. Мгм. Да. Ну, и с другой стороны, ну, он же, если он видел, что он уже на войне, все, но он позволил себе выпить. Мы же можем в любой момент, как бы, ну, подняться и поехать. Вот, в итоге мы решили, что он не будет водителем, водителем стал боевой медик наш. Оказался толковым водителем, но это тоже, это еще один звоночек того, что, ну, как бы, что-то идет не так, что, в общем, бардак в этой всей операции происходит, вот, и, соответственно, со второй на третью точку мы переехали, то есть перемещались мы, в принципе, без проблем. Вот наших сколько там в батальоне, 3 роты шло в батальоне, 2 роты просто перемещались, 1 рота почему-то ей давали задание на там штурм населенных пунктов, вот, а мы перемещались. Перемещались мы, в принципе, без проблем, то есть как бы вот эти звоночки, они все просто накапливались. И потом уже, как бы, после третьей точки мы должны были ехать на 4-ю точку, и на 4-й точке нас уже встретили так конкретно, то есть там была засада. Причем вот тоже, что интересно, первой поехала не наша рота, и там им как-то часть машин им удалось переместиться на ту точку, на которую они должны были переместиться. Часть машин подбили. И их ротный говорит, ну тут в принципе засада. Ну, по радейке он с нами общался, с нашим ротным, точнее замкомбата, который был уже вместо ротного. Он говорил, в принципе тут как бы, значит, засада, но мы прорваться можно, как бы, ну, в общем, едьте. Ладно, мы поехали и в общем-то, попали в эту засаду, и, ну, машины 2, по-моему, 2 машинам удалось прорваться, все остальные машины подбили. Просто подбили, расстреляли, то есть в общей сложности это получилось, мы в этой засаде потеряли убитыми и ранеными, ну, до половины, может, личного состава. Причем подбили машину управления, в которой я ехал. Вот, там же наш боевой медик сразу же погиб, замкомбата был ранен, наводчик, по-моему, тоже сразу же погиб. Остальные ребята, ну, нам удалось спрятаться в траве под дорогой. Вот, там все, кто выбежал, все, кто был живой. И мы в этой траве под дорогой просидели весь день, то есть где-то с 9 утра и до 9 вечера. Получается, первый день все, да? Это не первый день, это уже где-то неделя прошла. Неделя операции. Мы, ну, достаточно далеко все-таки нам удалось зайти. Достаточно далеко, но там нас хорошо встретили. Вот, да. И там мы проезжали целый день под этой дорогой. Вот, каким-то чудом нас там не нашли под этой дорогой, потому что целый день по дороге ездили россияне, противник ездил туда-сюда на машинах, там БТР где-то выезжал, еще расстреливал машины, которые остались на дороге. Противник ходил по другой стороне дороги, значит, там зачищал территорию, то есть мы слышали и голоса, и выстрелы, то есть как они там достреливали, добивали. Ну там уже, ну, как бы живых уже не было, просто все погибшие, но они и контрольные выстрелы делали. Вот, летал дрон целый день над нами. Напротив, где-то метров, по-моему, 200 был лес. Я там слышал тоже голоса противника, что-то они там делали, но они как-то, не знаю, почему-то они в эту сторону не смотрели. Ну, и слава богу, что они не смотрели. Вот, и уже к вечеру, ну, как стемнело, мы уже, ну, то есть у нас была одна радиостанция, у нас была, значит, эта карта. Мы держали связь с теми ребятами, которым удалось прорваться дальше. То есть, ну, мы хотели, чтобы они приехали, нас забрали, и вроде как бы они говорили, что да, приедем, заберем, но у них там свои проблемы были. Там был где-то какой-то танк, там тоже был противник, в общем, ну, не смогли они приехать. То есть такой, извини, что перебью, да. То есть все вот выглядит как такой слоеный пирог. Там где-то мы, где-то ЗСУ, где-то они, потом опять ЗСУ, и все неизвестно, неизвестно кто где на самом деле, неизвестно, мы не знали. То есть, ну,
По идее, по плану мы должны были заехать как можно дальше, за нами должны были зачищать, но мы не знали, кто, где, когда за нами зачищает, где союзники, союзники, говорю, где дружественные подразделения, где недружественные, ну вот мы обстановку не знали. То есть такой хаос был, да? Да, причем поскольку машину управления мы потеряли, там все сгорело, у нас связи со штабом у нас не было, у нас была связь только с ребятами, которые вот... А по связи с теми, кто прорвались вперед, вы получали через них какие-то команды от вашего управления? Нет, тогда вот в тот день, когда мы вот под этой дорогой лежали, нам ничего, по-моему, от командования не было. Ну, может быть, это было командование, но они не говорили. Они просто там, ротный сказал, вот точка, вот как бы придите туда же принесите раненых. Ну, задачи вам поставили. Ну да, сказал, вот туда переместитесь, вот, это, ночью, то есть наступил вечер уже, даже не вечер, ночь, то есть часов в 9 мы как бы собрались, там ребята из плащ-палатки, не из плащ-палатки, из пончо, там завязали узлы на краях, чтобы легче было нести, положили, значит, замкомбата ранило так, что он не мог не идти, ничего, и там он, по-моему, даже в обмороке был, там что-то немного бредил. Вот, и мы его понесли, там еще несколько раненых, выдвинулись, в общем, на эту точку, там приехал страйкер, мы погрузили раненых, и тоже чуть не поехали обратно, значит, этот перекресток, там, где нас разбили, я докричался, значит, до командира машины, типа, говорю, разворачивай машину, мы туда не едем, нам туда не нужно, потому что мы там опять попадем в эту засаду. Он говорит, ладно, хорошо, мы развернулись, поехали обратно, откуда они приехали. Десант спешился, значит, всех раненых загрузили внутрь, и они там себе поехали, но они чуть раньше перекрестка свернули, и где-то уже неделю спустя этот командир машины, он взводником оказался, он говорит, правильное решение было, потому что если бы сели все сверху, вас бы там расстреляли, потому что по ним стреляли там поверху. Я говорю, да, все-таки решение было правильное. Вот. И мы пешком выдвинулись на другую точку, на которой уже была рота, которая там ни в какие засады не попала. Значит, передвигались мы тоже там человек около 50-40 передвигались, где-то 2 суток мы шли до этой точки, значит, шли полями, лесами, переходили речку по пояс, там, значит, кукурузными полями переходили, вот, не знаю, там, природа там, конечно, красивая, но нужно было на что-то красивое обращать внимание, немного себя как-то взбадривать, вот, переход речки тоже, кстати, взбодрил хорошо, вот. Я, в принципе, был настроен, еды, воды у нас, естественно, не было. Когда вот этот страйкер за нами приехал, там каждый получил по бутылке воды. Но потом, когда пришли еще остальные люди, это получилась бутылка воды на 3 или на 4 где-то. Соответственно, я уже настроился так, значит, неизвестно, когда мы придем, неизвестно, когда будет вода, неизвестно, когда будет еда. В общем... Много неизвестных. Да, много неизвестных, поэтому, значит, все. Просто себе иди и все. И это, кстати, очень нормальная такая установка. Не пить особо не хотелось, не есть. Можно было идти долго. Я вообще готов был, конечно, идти уже в Украину возвращаться. Вот, но нам в Украину мы вернуться не смогли, потому что заехали слишком далеко. Вот, за нами было село, в котором был противник, и которое еще очень долго штурмовали. И вот когда мы уже перешли на эту точку, там, на которой стояла рота более-менее целая, точнее не более-менее целая, а целая. Вот на этой точке, там в лесу, мы уже просидели, недели 3 мы там просидели, вот, и ждали, пока, значит, штурманут это село, пока освободят, очистят дорогу, вот это все. То есть вы были таким передовым аванпостом, да? Да, по сути мы там просто, наша задача была там как бы в случае чего удержать вот эту крайнюю точку. Вы там окопались, я так понимаю? Да, нам дали задачу, уже была связь со штабом, уже все, нам дали задачу окапываться, мы расставили эти СПшки, спостережные пункты. Вот, и, значит, держали там оборону. Я же говорю, слава богу, не было штурма, потому что, не знаю, выдержали ли бы мы эти штурмы. Я как связист не могу оценивать боеготовность всего подразделения, но, по-моему, мне взводник один говорил, что было бы тяжело, если бы нас штурмовали. Друзья, полайкайте наш эфир, потому что уже 1200, уже больше 1300 уже смотрят, и только 170 лайков, потому что, я думаю, что вы мало где услышите такие вот интересные воспоминания об Курской операции.
И, соответственно, чем больше людей посмотрят, тем лучше поймут, потому что одно дело, когда вот зрители смотрят там вот в телевизор, там, или в интернете, в телеге, там, как вот едут страйкеры те же самые, как это все быстро, красиво, каждый день смотрят Deep State, карты, как вот оно расширяется, территория, которая контролируется, там, и все рукоплещут. Ну, а другое дело, что вот фактически Юра показывает это изнутри, вот от первого лица, как это выглядит вообще, вот, и что все очень быстро меняется, и, собственно говоря, и хаос, неразбериха там. Ну, бардак, да. Все-таки, несмотря на то, что мы смогли зайти, ну, достаточно далеко, но это была неразбериха, был бардак. Был дружественный огонь, и там погибли люди из-за дружественного огня, вот. Такие неприятные моменты были. Скажи, пожалуйста, ну а с россиянами вам удалось пересечься там и с военными, там, либо с гражданскими? То есть, вот вообще у тебя было когда ощущение такое, когда ты попал на российскую территорию, там, да? Вот, ну, вот на какой земле ты оказался? Вот она чем-то принципиально отличалась там от украинской, там, по ландшафту нет. Единственное, что вот дороги отличаются, они идут вот между городами, вот насыпью, такая 2-метровая насыпь, и вот это единственное, что отличает. Людей я не видел ни цивильных, ни военных. Вот. Ну, как-то так получилось, что мы просто ехали, и не было никого. То есть единственное, что вот мы отстреливались в машине из бойничек, но я тоже не видел, где и откуда идет огонь. Вот, единственное, что я вот слышал голоса, все. Там одна из рот, которая штурмовала там село, и, по-моему, несколько сел штурмовали, я так понимаю, не видели противника, вот, но мне не довелось. И вот вы, получается, потом вышли вот в эту позицию, и дальше там почти месяц сидели там, да? Да, в общем-то, мы там сидели, и, ну, просто задача была держать вот эту территорию, пока не придет там, пока не штурманут, значит, это село, которое южнее нас находилось, или пока кто-то не придет, ну, какое-то подразделение не поменяет нас. Вот. Ну, собственно, подразделение там потом пришло, и постепенно нас меняли. Но вы были в каком-то контексте, то есть вы понимали, что происходит, там, не знаю, там через Starlink связь держали или как? Значит, Starlink там не работает. Это же Россия. Там, да. По крайней мере, там, где мы были, там точно не работает. Это уже на втором выходе. Там местами Starlink работал, но как он работал? Там было два варианта. Там либо, значит, едешь на территорию Украины, ловишь Starlink, ставишь на машину вот в таком положении, и едешь на территорию России, и там он как-то с горем пополам работает. Либо можно было найти где-то, вот тоже ребята как-то умудрились найти в какой-то точке, это значит, в лесу в точке этот Starlink, и только там он работал. Вот. А так вообще, там же поставили, по-моему, лайв где-то, где же они поставили? По-моему, то ли в Суджи, то ли или на территории Украины была лайфовская антенна, и просто передатчик антенну ставили, ловили этот лайфовский интернет, все, и вот так вот. А российских карточек не было, потому что россияне же... Была, да, вот мы у Смежников, это уже опять же на втором выходе у Смежников, они кого-то там, значит, в плен, по-моему, взяли, и был лайфовский, не лайфовский, ну, этот мобильный какой-то их интернет, ну, был, пока была оплата, значит, и, ну, она таки закончилась там через пару дней. Вот, ну, пользовались, да, этим мобильным интернетом, там, ну, без проблем. То есть мы же знаем, что там, допустим, россияне активно карточки, я не помню, Киевстара, по-моему, используют. Да, вот они даже для шахедов их использовали там какое-то время. Не знаю, как сейчас, но вот год назад такое было. Да, и недавно было. Для шахедов, то есть использовали. Они используют связь наших антенн для наведения. Ну, он идет, и он ориентируется по вышкам. То есть он они симку вставили в шахеды, да, и шахеды. Да, очень интересно. Потому что там в шахеда есть несколько систем, которые геолокацию помогают. И вот они это такой способ геолокации, как бы определения геолокации, они это интенсивно использовали. То есть они эти карточки там десятками тысяч как-то откуда-то их получали, как-то закупали и использовали, как бы там, да. Вот и поэтому я просто думал, что вот была возможность такого вот, как бы. Ну, в первом выходе вообще не было возможности, то есть ни интернета, ничего, мы по радиостанции там общались со штабом, вот. И, значит, обстановку, я так понимаю, ротные знали обстановку, но нам они многого не рассказывали, вот, поэтому мы просто там иногда какие-то задачи выполняли, где-то ставили СПшки, там один раз поставили задачу, значит, заминировать там
кусок леса, вот, и, кстати, если бы не поставили эту задачу, то мы бы не узнали, что туда зашел противник, вот, и ребята, которые пошли ставить растяжки, они, значит, нарвались на эту засаду, они там погибли, к сожалению, вот, но своей гибелью они как бы, ну, вскрыли противника, вот, и мы их потом, этого противника, на следующий день, по-моему, штурманули. Кстати, я впервые узнал, как это тяжело. На самом деле, 2 человек, по-моему, задача, операция длилась, ну, около часа. Вот. В общем, выгнали этого противника оттуда, и все, и больше они туда не заходили. Вот. И Это был, ну, первый такой для тебя опыт штурмовых действий? Да. Вот. Ну, я участие в штурмовых действиях не принимал, ну, поскольку я связист, я как бы, ну, это все было буквально, там, не знаю, метров 200 мы это все слышали, потому что они рядом были. Вот. А все остальное время, опять же, повторюсь, слава богу, никаких штурмов не было. Вот. Ну, обстрелы, минометка. А там, авиация, потому что там же как бы на своей территории им проще летать. Авиации, кстати, не было. Один раз была, по-моему, на 3-й точке залетело 2 вертолета. Вот, они прилетели один раз. Я не знаю, ли они знали, или были мы там, или не были. Вот, но мы их встретили, значит, огнем из всего, что у нас было. Вот, к сожалению, не попали. Они потом еще раз круг сделали, мы еще раз их встретили огнем, еще раз не попали, значит, все. И больше они не прилетали. И в тот же день, чуть позже, был самолет. Но, значит, боевой медик сказал, это наш. Он по маркировке увидел, говорит, это наш. Я говорю, ладно, наш так наш, потому что я не видел. Там, по-моему, сушка залетела и улетела, все. И больше авиации не было. Но как бы кабы регулярно прилетали. Кабы прилетали регулярно, поэтому. А дроны их, вот, я так понимаю, что вначале было не очень много их дронов, или сразу было много? Значит, когда мы ехали, по-моему, еще то ли мы подъезжали к границе, то ли мы уже заехали за границу, за нами крыло какое-то полетело. Прям за нашей машиной управления полетело крыло, и опять же вот боевой медик, покойный боевой медик, умудрился сбить его из автомата. Это крыло, мы не знаем, что это было крыло, наше, не наше, но оно летело за нами. Ну, в общем, мы его сбили, вот. А потом были уже тогда, когда мы там вот остановились на этой точке, когда мы 3 недели стояли, ну, были мавики, были скиды, ну, или не мавики, разведдроны, были скиды и были FPV-шки, но мало на самом деле. Очень редко. Вот на второй выход было больше дронов, было больше FPV-хи, были уже ночные FPV-хи, и были, по-моему, FPV-хи, которые с оптоволокном. Вот, ну, те, которые с оптоволокном, они за машинами в основном на дороге гонялись. Их вдоль дорог используют. Да. Я так понимаю, да. Вот. И тоже как бы рясно кабом у нас посыпало. Ну и вот, и получается, вы там проторчали месяц, и потом вернулись назад, да, ну, на территорию Украины, там произошла ротация. Ну там буквально 5 дней, то есть мы приехали, и опять же, то есть перед выходом нам комбат говорил, вот вы поедете, тоже, значит, вы пойдете на 3 дня. Потом вы пойдете на 2 недели, вы пойдете на 15 дней, а дальше там как пойдет. Там, значит, ну, но когда вы придете, все пойдут в отпуск. Через 5 дней мы собрались и поехали снова. Как бы, значит, никто никакой отпуск не давал, все поехали опять уже на задачу. Ну, это на самом деле классическая ситуация, когда идешь на задачу, когда тебе говорят, что ты идешь на 3 дня. 2-3 дня, даже спальники с собой говорят часто не брать, как бы, а на самом деле, ну, тот, кто уже выходил несколько раз, прекрасно понимает, что надо брать все необходимое, потому что ты там 2 недели минимум будешь. Ну вот, да, подразделение, которое приехало нас менять в первый раз, тоже приехали и говорят, а нам сказали, мы тут тоже на 3 дня, вот слово в слово, на 3 дня, и у нас ни спальников, ничего нет. Ну, в комментариях военные могут подтвердить, которые бывали как бы на боевых, что как бы это классическая история. И тут на самом деле большая проблема в том, что мы, конечно, говорим о натовских стандартах, как бы натовских практиках, но на самом деле
брифинг, дебрифинг, там, after action review, этого ничего не происходит, и поэтому и этот опыт, который существует, негативный, а негативный опыт самый ценный в военном деле, он никак не используется, никак не аккумулируется, это очень плохо. Ну, это правда. Это правда, по крайней мере, на уровне роты никакого ни after action review, ни там анализа ошибок, ни там даже не предварительного анализа, ничего этого сделано, по крайней мере, я не видел. Может быть, там ребята, которые ходили на полигон, они там что-то делали, но я почему-то я в этом не уверен. Вот. И after action review, наверное, там за 5 дней, я не знаю, сколько на него времени нужно потратить, мне кажется, в общем, не проводилось у нас этого after action review, ничего такого. Просто поехали, и, значит, все, как будет, так будет. Тут вопрос от зрителей. Расскажите, что вот про КАП говорят, что это очень сильно деморализует, так ли это, как в боевых условиях есть лайфхаки по укрытию от этих бомб? Деморализует ли КАП? Он деморализует только тогда, когда прилетает очень близко или прям по позиции, вот тогда он деморализует, а так, в принципе, я бы не сказал, что сильно деморализует. Прилетают, взрываются, да, война, что поделаешь, война, слава богу, что не сюда прилетел, вот и все. Угу. Поэтому. На самом деле это оружие, когда есть очень большая плотность военных или гражданских, и КАП попадает просто наугад, потому что это не совсем такое точное оружие, и выявить там какую-то позицию и попасть по ней КАПу достаточно сложно. Да. Деморализует скорее, я не знаю, непонимание того, как долго ты тут пробудешь. Допустим, непонимание, четкое непонимание целей, например. Что еще может деморализовать? Какие-то задачи такие. Какие вообще качества в таких условиях помогают выжить там, да? На что нужно обратить внимание людям для того, чтобы быть подготовленными лучше? Чтобы лучше быть подготовленными. Как действовать? Когда попадаешь в ситуацию, как я первый раз попал, или в принципе? Первые эти 30 дней, когда ты там был, да, это для себя какие вынес правила? Потому что, допустим, даже с этим перекрестком там, да, то есть ты правильно оценил ситуацию, ты подумал головой, что как-то надо видоизменить тактику, видоизменить маршрут. Да, и это спасло жизни там, да? Да, но я бы сказал, что не нужно впадать в панику, не нужно теряться, быть собранным, внимательным и уметь быстро оценить ситуацию и быстро принять решение. Потому что промедление смерти подобно. Вообще нужно действовать быстро. А вообще, какое количество людей, оно готово эти решения так быстро принимать? По твоему опыту, да? Потому что это зависит тогда либо от командира, что командир принимает решение, либо не все готовы принимать, потому что, например, была ситуация, мы когда уже не в такой стрессовой ситуации, то есть мы должны были, когда я сказал, мы вернулись, посадили, значит, загрузили раненых в страйкер, спешились и должны были пешком идти на точку. Тогда, например, никто не готов был взять на себя, ответственность, что все, давайте, все построились, за мной вперед на точку. Мне пришлось, я солдат, по званию солдат, у меня должность связист, я говорю, я смотрю, они стоят все и все молчат, и никто не хочет. Я говорю, ладно, тогда все, давайте построились и за мной вперед на точку. Решение, я так понимаю, это энергозатратное, скажем так, действие, и не все готовы это делать, не все. То есть мало людей готовы на это. Угу. Хорошо. Вы потом были там месяц практически, потом вышли на отдых, потом вернулись назад. И что за это время изменилось? То есть насколько модифицировался противник? То есть он по ходу сначала они не были к этому готовы так организационно? Да, но потом они уже то есть они уже за этих 5 дней, не знаю, за этих ли 5 дней, но возможно раньше, но они уже переходили к контрнаступлению.
Это уже было контрнаступление, они уже пытались нас выдавливать с занятых позиций. То есть туда, куда мы зашли в первый раз, эту территорию забрали уже забрали, вот. И достаточно активно они, хотя там, где мы были, у нас, опять же, на линии соприкосновения штурмов тоже не было, но были регулярные перестрелки. То есть, но они штурмовать не пытались. Но ребята, которые были там, говорили достаточно плотно, там велся огонь, и тоже там было очень много дронов, очень много минометки, вот, и очень много стрелкового боя. Вот. Вот, кстати, по поводу качеств, и тоже нужно действовать, нужно отстреливаться, потому что была ситуация, когда, значит, выехала одна из групп, там, должна была занять позицию, это уже во втором выходе, и какие минусы там были, то есть нашему старшему группы, сержанту, дали людей, которых он видел первый раз в жизни. Он с ними даже на учениях не был, даже не было, как это по-русски, злагодження не было. То есть просто дали людей вот ты с ними едешь, все, на позицию. И когда он приехал уже к нам туда на КСП, я смотрю, а парень просто, он уже Волчанск прошел, все-таки он прошел, как бы боевой опыт есть, но я смотрю, он весь потерянный, растерянный. И он там забывает, значит, вещи, забывает радиостанцию, что-то теряется, там он говорит, у меня там ремень не застегивается, он весь нервничает, я понимаю, будет нехорошо, значит. И вот как они заехали утром, их начали обстреливать, все, и их всех ранили, и он целый день, значит, в радейку, заберите меня отсюда, и вот это вот целый день вот такое, значит, и вечером, когда мы их забирали, там уже до вечера двое раненых уже погибли, значит, и когда за ними приехала машина, они не могли найти эту машину, они долго грузились, там уже начали опять же FPV-шки прилетать, они еле с горем пополам загрузились в эту машину, они уехали, по дороге их догнала FPV-шка, и, значит, еще двое погибших. Этот наш сержант, у него потом ампутация руки, там капец, там трэш был, и вот это вот тоже такой бардак, значит, И он потом рассказывал, говорит, мы приехали, всех ранили, ранения были не тяжелые, то есть можно было отстреливаться. Он говорит, сколько их там, человек 8 заехало, двое только отстреливалось, он и еще кто-то, все остальные просто легли и лежали. Нужно действовать, нужно какой-то отпор давать, стрелять, нет, они просто легли и лежали, вот и все. Это вопрос подготовки там или чего это? Скорее всего, вопрос морально-психологической подготовки, да, который, кстати, нету вообще. Это тоже одна из проблем. Да, никто этим серьезно не занимается. Я сейчас хочу просто маленькую историю вставить здесь. Когда я приехал воевать на войну, то первую задачу, которую я получил в армии, в Лисичанске, это мне дали автоматы погибших и пистолеты погибших бойцов, которые вместе с нами приехали, их сразу забрали на позиции, и там было много 200-х, 300-х. И нам принесли эти автоматы, я должен был их почистить. Из этих автоматов, там их было 30 штук, когда ты чистишь автомат, ты понимаешь, стрелял он или не стрелял. Стреляли офицерские пистолеты, стреляли, и 3 автомата из 30 Но это понятно, что их штурманули, и они даже не отстреливались. И это очень важно, что в бою, особенно стрелецком, то, как ты ведешь бой, показывает, какая воля у тебя есть. Если ты начинаешь отстреливаться, делать какие-то активные действия боевые, то противник понимает, что ему сложно, это тоже подавляешь его волю. Поэтому у меня были в других боях случаи, когда я за шкирку тянул бойцов, которые просто стояли или лежали в окопе и не хотели идти отстреливаться. Это такая проблема серьезная. И для того, чтобы этой проблемы не было, нужно как базовую военную подготовку проводить в стрессовых ситуациях, создавать стрессовые ситуации искусственно и показывать, что и мотивация моральная должна быть.
И вот этой моральной мотивации у нас такой подготовки в принципе нету для бойцов. И это очень негативно сказывается. Мгм. То есть это типа как во время там Второй мировой войны были политруки у этих в совке. Да, у нас есть в армии МПЗшники, советской. но они писари. Если вот быть полностью откровенным, то они занимаются документами, их заваливают просто вот этой паперовой армией. И они своим прямым предназначением, то, что как бы числится в статуте, они не занимаются. И никто их там не учит. рапорта на СЗЧшников пишут, рапорта на отпуска, там, и, ну, вот такое вот все, да. Ну, то есть писарь, никакой, ноль. Из всей, значит, морально-психологической подготовки, которая у нас была перед выходом, это, значит, все ходили и рассказывали, как классно будет заехать, значит, на территорию, материться можно? На территорию пидоров и дать им пизды. Все, вот это комбат, значит, вышел, вот сказал эту фразу, и я смотрю, значит, в глаза всех этих людей, и я, значит, огня в глазах, вот желание такого рвения, значит, заехать на территорию и дать им всем там, значит, бамбулей, вот я не увидел. Все люди стоят и такие, господи, что мы тут делаем, что мы тут делаем. То есть никто не понимал, зачем. Вот зачем? Никто не понимал. Вот тут то, что он сказал, ну да, наверное, если бы это были парни по 20-25 лет, десантура такая хорошо подготовленная, такая немножко дурная, которым бы вот как раз заехать и дать кому-то люлей, вот, может быть, они бы поехали и так с удовольствием это сделали. А тут люди, ну, плюс это же еще проблема, кого сейчас берут в десантуру. То есть с каждым новым приходом возраст становится средний все старше, старше и старше, там 40-50 лет. Ну какая это десантура, ну куда им в этот рейд идти? Там тогда, когда 95-ка делала тот рейд, я так понимаю, там была такая вот как раз уже хорошая десантура. Нет, ну это же контрактники, насколько, это же с самого Да, начала тогда, войны, это Да, контрактники. да, те, кто сейчас пришли, да какие рейды там, ну, в обороне они могут постоять, да, ну, еще там с горем пополам, но делать такой рейд это... Ну, из того, что я видел в армии, как бы из того, что я общался, и у меня был немножко опыт подготовки как бы солдат. Если ты обращаешься, вот как Юра сказал про того комбата, как бы обращаешься с людьми как с идиотами, это само собой как бы не мотивирует. Если ты реально описываешь ситуацию и ставишь задачи, и показываешь, почему те задачи, которые поставлены, они важны, и они нужно это трудное, опасное действие осуществить, и люди это понимают, ты доносишь реальность этим людям, то мотивация, она как бы повышается. Поэтому, ну, мое мнение, что с людьми нужно общаться как с разумными существами, не как с идиотами, которых тебе ТЦК притянуло за шкирку. Да, вот задачу мы уже, что мы там делаем, мы уже узнали где-то неделю на вторую пребывание в этом лесу, значит. Мы праздновали день государственного флага, значит, вот мы собрались, тогда нам один из ротных сказал, что вот мы здесь стоим для того, чтобы оттянуть войска, значит, где-то там с Восточного фронта вот сюда оттянуть. Мы такие, ага, все, вот теперь мы знаем, зачем мы тут находимся. Ну, по крайней мере, это одна из задач, одна из задач операции. Вот, но в принципе, в целом, особо никто не понимал, зачем эта операция, как бы нужна, зачем туда ехать вообще. Ну, поехали, потому что все-таки была задача, был приказ, ну, все. Кто не захотел поехать, ушел в СЗЧ. Там, кстати, тоже две машины, то есть это две группы, или это один взвод. Они сначала заехали, пересекли границу, что-то у них там не получилось, они развернулись, вернулись на территорию Украины, а там отказались от выполнения задачи, все, а потом ушли в СЗЧ. Вот так вот. Ну вот в контексте всего этого там, да, вот получается, ну ты увидел вот как это изнутри все происходит, Курская операция, там, да, увидел эту территорию, увидел. Я так понимаю, что и по большому счету россиян ты и не увидел. Нет. Да? Ну, я имею в виду, что вот так вот живых пообщаться, людей, там, ни там, противника, ни цивильных не видел. Да. На второй операции мы там, когда выходили в Суджи, заехали, там, ну, мы были на краю Суджи, у нас там мотор взорвался, в общем, в этом страйкере, вот мы заехали там.
как раз въезжали в Суджи, но опять же там из россиян никого уже не было. Ну, понятно, это наша территория была, вот поэтому тоже не удалось увидеть. А как вообще вот такая западная техника себя показывает? Страйкеры, вот эти вот все? Ну, страйкеры в целом хорошо себя показывают. Вот. У нас там были еще мордора у одной роты, а вот мордора не выдерживают таких больших дистанций. Немецкие? Да, немецкие эти БМПшки. Вот, они не выдерживают, у них тоже горят моторы. Вот, а страйкера хорошо, да, если их не переворачивать, то как бы, да, они хорошо себя показывают. Рошели машины отвратительные вообще, у них там ходовая, они очень деревянные, я не знаю, как, ну, Рошель, бронированная машина, ну, вот Рошель канадская, по-моему, вот, по ровненькому асфальту идеально, а вот по этим всем по бездорожью нет, ни за что. Кугуары были хорошие, очень хорошо себя показали, хотя они с виду неустойчивые, такое чувство, что она на повороте перевернется, но нет. Она хорошая, если ее еще и обшить, как бы обшить этой сеткой, то она выдерживает удар FPV-шки. Кугуар это наши, по-моему. Кугуар, кажется, да. Вот достаточно хорошо себя показали. Мы когда выходили, значит, после первого заезда, нас FPV-шка подбила, и никто не был ранен, ничего вообще. Ну, понятное дело, были искры, значит, все в дыму было в этом порохе. Но машина выдержала, все прекрасно доехали. Конечно, неприятно, когда FPV-шка попадает в эту самую машину, но вот Кугуары хорошо показывают. Да, страйкера хорошие машины. Если еще наводчик знает, как пользоваться, значит, пулеметом, знает, как его исправить, знает, как в чем неполадки и может отстреливаться, вообще шикарно. Вот. Но, к сожалению, наш, ну вот не знал, не успел. Скорее всего, просто его не успели хорошо подготовить. Я не знаю, проверяли, ну должны были проверять перед выездом как бы боеготовность машины. Скорее всего, проверяли. Вот, но почему-то у нас пулемет не работал. А так машина хорошая. Вот, Мардер, по сравнению с Мардером, Мардер очень неудобный, потому что в страйкере сидушки стоят вот по бокам под сиденьями, а в Мардере почему-то они посерединке поставили, и туда очень неудобно залазить. Мы пробовали туда залезать без, значит, рюкзаков, без всего, ну, очень неудобно, жутко неудобно. А если это нужно делать быстро, на тебе рюкзак, на тебе вся экипировка, снаряга, ну, в общем, парни выходили там, я не знаю, как они там, то есть на один из выходов должны были быть задействованы мордора, потому что страйкера наши все, там буквально 2 страйкера осталось. Ну, на 2 страйкерах вот они поедут, как бы. Вот, то я не знаю, еще свяжусь, может быть, узнаю, как они на этих мардерах туда заезжали, выезжали, как вот. Но Мардер хорош в том смысле, что там пулемет мощнее, вот, и у него огневая мощь получше. Вот. Есть у нас еще казаки, очень похожа на Рошель тоже, она очень деревянная, неудобная, тоже как бы для асфальта хорошо, для внедорожья, бездорожья. Ну, это такие... Ну, казаков я встречал перевернутыми на любой переправе, которую встречал за войну. Как бы. Вот если переправа есть где-то, как бы, то там будет перевернутый казак, как бы стандарт. Ну, это при Порошенко их наладили производство, это так переделанное на западный какой-то движок, там броневой. Ну, очень похоже на эту Рошельку. Очень похоже. Может быть, даже на основе Рошельки сделано. Нет, по-моему, нет. Нет. Ну, интересно. А вот в том, что касается как бы дронов у них там, да, и применения дронов, насколько, ну, потому что все говорят, что они все интенсивнее и очень активно меняются там, да, то есть я так понимаю, что интенсивность там во втором заходе была больше намного, да, там, да. И ну, она достигла такого уровня, как у нас на фронте, потому что на Востоке говорят, что это просто кошмар, там они висят все время. Ну, очень много их было на СПшках, там, где ребята на линии соприкосновения были. Меньше на КСП. Вот, мы стояли где-то за 1,5 километра от линии соприкосновения. Там были FPV-шки, но не очень много. В основном они охотились за машинами, а там на СПшках как бы регулярно эту, значит, посадочку обстреливали и днем, и ночью. Вот. Ну, достаточно много неприятностей они. Было несколько раненых, по-моему, из-за FPV. Вот. Ну, я говорю, вот одну машину как бы догнала одну машину, да, и там даже несколько человек погибли.
Вот из FPV. Ну, достаточно много, да. Ну, им противодействия нет толкового. То есть нам дали какой-то рэп, но опять же этот рэп, он направленного действия, он как бы, причем, я так понимаю, не все рэбы хорошо работают. Мне кажется, лучше использовать какие-то дробовики для них. Вот это, мне кажется, надежное средство. Боже, это так хорошо, что ты напомнил, я чуть не забыл. Потому что как раз ребята, которые вот сейчас воюют на Курском направлении, меня попросили на рэп. И сегодня с утра, мы им постоянно собираем, это 47-я, по-моему, бригада. Вот, и они попросили на рэп и на зарядную станцию для радиостанций. Так Макафлоу, вот что-то такое, типа как бы там 230 тысяч гривен собрать. Тоже говорят, что тяжелейшие бои идут, и вот в таком ключе, как ты описываешь. Поэтому, друзья, я прошу помочь. 230 тысяч гривен, давайте сборчик сейчас такой небольшой запилим. Я хорошо, что я вспомнил. Вот ты просто рэп сказал, и я сразу вспомнил. Вот. Да, кстати, у меня тоже есть сбор, я бы попросил, уже, наверное, после этого. Давай, я после этого сбора, да, я там завтра или послезавтра запущу. Скажешь, тем более теперь тебя уже знают люди, и, собственно говоря, зрители всегда, когда есть привязка к конкретным людям, они всегда без проблем помогают. Поэтому я прошу, во-первых, поддержать этот сбор. Я сейчас кину ссылку, сбор. Вот, закинем, сейчас подвесим. Это будет сбор на машину для 82-й. Там тоже ребята воюют, и хорошо. На Курске им нужна машина. Да, хорошо, конечно, мы поддержим. И, я думаю, что все зрители, которые вот слушают этот разговор, они понимают, насколько это сложно, опасно и почувствовали, хотя я не думаю, что это возможно там почувствовать, так вот как ты это все видел. Но дыхание войны вот ты привнес, да, вот такой неторопливым разговором, за которым за каждой как бы там минутой этого разговора ты понимаешь, что там человеческие судьбы там вот так только щук-щук-щук-щук улетали. Да. Вот, и цена вообще вот того, что Украина стоит до сегодняшнего момента, вот в словах Юрия, она просто показана, насколько это высокая, огромная цена. Да, к сожалению. Что мы платим. Тут задаю вопрос, что гость думает о смысле удерживания территории? Арестович и Бутусов говорили, что зайти идея была нормальна, а удерживать нет. Какое мнение у Юрия? Я тоже думаю, что смысла держать нету, потому что я не понимаю, зачем держать. Зачем там держать? Что сейчас мы от этого получаем? Ничего, кроме как бы потерянных человеческих там жизней, раненых ребят. Все. Угу. Тут еще момент, что вот тот вопрос о том, как развивается ситуация, и что усилия, которые противник концентрируют для того, чтобы выдавить группировку нашу, они только увеличиваться будут. Это при том, что то, что Юра сказал, как бы одной из целей было оттянуть как бы ресурсы противника с Донецкого направления, мы видим, что как минимум эта цель не была полностью достижена. Потому частично что мы достигли. Частично, то есть нам сказали, что мы достигли. Некоторое время действительно с направления Часового Яра, с северного направления Луганского и Донецкого были оттянуты части. Но сейчас мы видим, что противник смог обеспечить резервами те наступательные действия, которые он предпринимает как на Часовом Яре, так и на Славянск, так и на славянском направлении, так и в Курской области. И удерживание, становиться в оборону в Курской области, где уже мы стоим в обороне, это достаточно дорогая история. Да. Так, сколько мы уже в эфире, мы уже нормально, почти час, хорошо так смотрят. Полайкайте эфир традиционно, уже за 2000. Так, Вадим Керя пише: пане Юрію, вибачте, що не по темі, де можна вам написати пропозицію гостя напишите мне на info@hвиля.нет. Вот это
редакционная почта Хвыли, я ее смотрел, поэтому туда напишите. Так. И, сейчас я смотрю вопросы. Смотрю вопросы. На этот ответил. Сейчас смотрю другое. Есть рэп-производство Южной Кореи, финский. Мы используем. Ну, это я не знаю, не думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Есть рэп-производство Южной Кореи, финский, мы используем. Все понятия не имею. У нас был Квартус, наш отечественный. В основном, я, насколько знаю, все покупают наш. Ну, потому что частоты часто меняются, и в целом как бы адаптироваться к изменяющейся ситуации по технологиям, которые противник использует, ну, намного быстрее это делают наши отечественные производители. Угу. Ну, что еще? Так, дуже цікаво. Фірм говорят, некоторые, что если выйдем, то вся отрава пойдет в Украину. Как он смотрит на это? Ну, если выходим оттуда, то что типа их потом перекинут на Донбасс. Я думаю, что мне сложно оценивать. Я связист, я не знаю планов, значит, противника. Ну, это логично, да, будет перекинуть обратно на усиление. Я думаю, что они станут в оборону там же, потому что как бы если с направления, которое как бы не охраняется, будет не охраняться, перекинуть все резервы, то почему не сделать второй тур? Причем не удерживая территории, а просто зайти, набрать пленных и выйти. Как в принципе было бы и логично сделать и в первый раз. Да. Что по скажем так, по ожиданиям от войны, как бы, да, потому что многие сейчас говорят там о переговорах, все ждут концовки выборов в США, потому что все понимают, что там от того, кто там победит, Трамп или Харрис, зависит от того, в каком темпе дальше пойдет война. То есть, если Трамп, то быстро, скорее всего, будет быстрая подморозка, если Харрис, то не быстрая подморозка. Чуть подольше. Да. Ну, скажем так, подразделения у нас, устали люди. Устали. Они бы хотели отдохнуть, да и в принципе лично я бы тоже уже все это дело сворачивал бы и уже переходил бы, я не знаю, но уже нужно что-то делать внутри страны. Ну, как-то, скажем так, строить, переводить на нормальные рельсы. Потому что мы же видим, что происходит, все эти коррупционные скандалы, вот это все уже нужно как-то, я не знаю, за голову что ли браться за голову, останавливать, потому что, ресурс человеческий заканчивается. Я же говорю, как бы возраст новобранцев увеличивается и увеличивается, и люди приходят все, скажем так, по здоровью тоже ситуация ухудшается, не все здоровые приходят, далеко не все здоровые. Люди пытаются все-таки найти какие-то способы так, чтобы не попасть в штурмовые подразделения, вот. Скажем так, мотивация снижается дальше продолжать войну. И это, по-моему, логично. Как бы устали все. Ну да, я хочу добавить, что действительно, как бы, вот часто я встречаюсь с людьми, которые как бы не в армии, и они спрашивают, какие настроения в армии насчет вот этих новостей о том, что возможно будут переговоры, возможно приостановление войны. В армии, как минимум год уже я вижу и констатируют многие военные, что есть огромная усталость, и теми человеческими ресурсами и материальными ресурсами, которые пополняют нашу группировку, нереально долго продолжать в таком темпе, потому что интенсивность боевых действий, она только увеличивается, и с дронами, в принципе, передвижение даже на передовых позициях, оно просто нереально. Да, поэтому, вот такая ситуация. Я кинул в сбор на курское направление в описании к эфиру на обеих каналах, и на Романенко Шорс, и на основном.
Вот, я запущу ваш сбор там завтра или послезавтра. Мы сейчас просто это, потому что мы закончили буквально вчера для Артигрина, там подразделения тоже собирали, там 250, по-моему, тысяч или 200, короче, 250 тысяч даже больше собрали. Спасибо всем, кто кидает и на PayPal бросает, и на, ну, короче говоря, в основном на карточку, там, понятно, на карту Монобанка. Вот, поэтому в описании к эфиру есть все реквизиты, там ребята реально, вот все, что Юрий сегодня рассказывал, вот это все там присутствует в таких же, возможно, даже больших объемах, потому что там идет жесткое рубилово. Вот. Поблагодарим за то, что вы поделились такой интересной информацией и важной. Поэтому помните цену каждого дня, который в безопасности можно проводить в тылу, какой дорогой она является на самом деле. Да. И вот я думаю, что чем меньше у нас будет розовых иллюзий о характере войны и об этой цене, то тем быстрее Украина перейдет к, в общем-то, к адаптации к тем сложным условиям, в которых она оказалась, и начнет перестраивать свое государство. Тут еще момент, что не все военные видят себя на гражданке при остановлении боевых действий. И есть такие переживания насчет, что дальше делать военным. Я хочу добавить, что как это по-русски, не помню, розбудова Збройних сил, она не должна... Строительство вооруженных сил, оно не должно приостанавливаться ни при каких условиях. Идет война, не идет война. Заходим мы в период выборов, или мы после выборов. И тот факт, что весь этот военный опыт боевых действий, который существует сейчас, не аккумулируется достаточно и не делаются соответственные выводы, это очень печально. И для военных в любом случае есть огромный кусок работы, потому что наша страна находится в такой ситуации геополитической, что мы должны быть сильными в оборонных технологиях, в оборонных практиках, и эта работа нам предстоит. Это очень большая, огромная кусок работы, реформирование вооруженных сил. И к этому надо готовиться, это надо делать. И я надеюсь, что молодые военные, которые думают связать свою жизнь с армией, готовы к таким действиям. Нам нужно менять подход к работе с личным составом. Это 100%. В первую очередь, потому что то, как сейчас относятся к личному составу, это, конечно, такая себе история. То есть, я не знаю, нужно, то, что я вижу, мне кажется, в высших учебных заведениях, военных, нужно вводить этику, просто этику как обязательный предмет. Этику, то есть, мне кажется, сейчас офицеры, то, что я видел, они, единицы достойных звания офицера, единицы. То есть, остальное это все, то, что я вижу, это, отношение к личному составу, это хамство, это то есть они завоевывают авторитет через хамство, через унижение, через оскорбление и через грубости. И никакой воинской чести я в этом не вижу. То есть нужно работать, на всех уровнях нужно работать. Да, я хотел бы напрямую обратиться к офицерам. Я являюсь солдатом, но как человек я хочу сказать, что да, армия это дисциплина, но дисциплина в первую очередь это самодисциплина. И офицер мотивирует и наводит порядок в подразделении своим личным примером. Поэтому хотелось бы видеть больше достоинства от офицеров. Так, тут появился Самир какой-то, говорит: Юра, почему ваш народ массово не встает на защиту своей страны, как это у нас было в 2020 году? Это про Азербайджан, что ли, идет речь, или про Армению, я не пойму, про Карабах, скорее всего. Короче говоря, вот что-то либо та страна, либо другая. Самир, в тех объемах, в которых у нас народ
встал на защиту страны, вы можете только мечтать, потому что и до сегодняшнего момента украинский народ стоит в таких объемах. Да, и интенсивность да, и да. продолжительность боевых Да. действий на украинском фронте, как бы это... Вы это в самом кошмарном сне не видели, то, что Да, это здесь немножко происходит. другое. Здесь абсолютно другой уровень войны, интенсивность, там, и потери и все остальное. Поэтому, Самир, вам слава Богу, что вы не оказались в такой ситуации, и дай Бог, чтобы вы не оказались. И я желаю Азербайджану всех самых там, успехов и мирного неба над головой, чтобы вы не прошли через то, что проходит Украина сегодня. И еще был вопрос, который часто задают на самом деле, там, я думаю, что его нужно задать по поводу Путина. Так, господи, где тот? Но Путин это все тоже понимает, да, кистрица наша родная спрашивает, а зачем ему тогда замораживать? Ну, в России так тоже идут процессы, которые как бы имеют свои перспективы. И потом, ну, тут можно отослать к другим эфирам, которые есть у Юры, есть на других каналах, где разбирается геополитическая обстановка. Ну, в принципе, его цели хотя бы отчасти достигнуты. Как бы. Вот нету понимания того, что территории завоеванные, они не равняются успеху. Потому что есть геополитические процессы, есть процессы, которые стоят рангом выше, чем просто территории завоеванные. Или истребленный личный состав противника. Угу. Надо не забывать, что война – это продолжение политики другими средствами. Да. Отсылаем к Клаузевицу и другим теоретикам. Да. Ну, в общем, вот такие пироги. Поэтому поддержите сбор в описании к эфиру. Я сейчас повешу себя на телеге, хотя на телеге повесил под, собственно говоря, в анонсе этого эфира, но я повешу еще сейчас и отдельным, как бы, потому что лучше отдельным. Вот. И, собственно, все. Тут продолжает наш гость из Азербайджана спрашивать. Я не о том, почему нет мобилизации. Мобилизация у нас с первых дней войны. Поэтому вы просто почитайте матчасть. Вы не понимаете, что здесь происходит. Так, Кистрица, я все это понимаю, и про экономику, и про все остальное, но еще полгода, не дай бог, в Днепропетровской области будет. Почему ему не поднажать? Потому что у него тоже куча потерь, куча обязов, в том числе и перед нашими западными партнерами, Китаем, Индией там, и всеми остальными. Или даже элементарно пани Кистрица может, как знакомая с арифметикой и математикой, просчитать ритм продвижения российских сил и посмотреть, сколько личного состава для этого нужно, для того, чтобы в Днепропетровск как бы зайти, и сколько это времени займет. Кистрица говорит, я о том, что их трудности, мне кажутся, не такими ужасными, чтобы не постараться взять Днепр. Ну, послушай, они сейчас на Востоке соотношение потерь 1 к 12, к 10, 12, к 7, там, в зависимости от того, Сегодня Сазонов сделал хороший пост насчет перспектив взятия как бы агломерации Дружковка, Константиновка, Славянск, потому что есть большая разница идти как бы полями и воевать в агломерации. Это, я участвовал в Бахмутской операции, когда россияне заходили, и это несравнимо, там просто потери вырастают кратно. Это очень долго, очень трудно, очень затратно. Хорошо, на этом будем заканчивать. Еще раз прошу поддержать сбор на 47-ю бригаду, которая воюет сейчас на Курском направлении, подразделение, которое воюет на Курском направлении. И вот как раз вот в этом всем контексте, о котором наш гость Юрий Винников рассказывал, находится. Поэтому им на рэп и на зарядную станцию необходимо 230 тысяч гривен. Поэтому давайте напряжемся, и завтра или послезавтра запущу сбор уже на то, что вы говорили. Хорошо, на этом заканчиваем. Ребята, спасибо огромное за то, что делаете. Вся наша аудитория вас благодарит.
И завтра будут интересные эфиры. Завтра у нас, кстати, будет Лис, инструктор, который тоже в ЗСУ. И, собственно говоря, он уже у нас один был эфир, он сейчас, он завтра придет, расскажет свою историю. Я думаю, это будет тоже очень интересно, потому что он как раз будет рассказывать о подготовке. Он инструктор. Да, это очень важно. И он очень хорошо знает. Я думаю, что если брать, вот если говорить о том, что у нас как бы ограниченные ресурсы, если эти, какое-то некое количество этих ресурсов направить на улучшение подготовки в целом, то результат нас удивит. Вот именно подготовку разных подразделений, разных видов войск улучшить, это вот тот золотой ключик, который нам нужен, как бы. Да. Ну ладно, завтра об этом Лис расскажет. У нас будет на 6, по-моему, эфир с ним. На этом заканчиваем. Завтра еще должен быть тяжелый эфир с Арестовичем. Может, будет Дацюк, посмотрим. Там сейчас как раз вот мы готовим. Но скучно не будет. Все, пока.